Всем привет! Вы на канале Алекс Моторный. Вот и наступил новый 2026 год. В Харькове настоящая снежная зима. Снег, мороз, детский смех. И кажется, будто все как раньше. Но это только на первый взгляд. Хоть и зима, но погода меняется каждый день. То оттепель, то морозы, то снег, то дождь, потом снова снег. Рыбаки, как видите, не боятся выходить на лед. И не только рыбаки. В этот Новый год погода за сколько лет наконец-то порадовала нас снегом. И зачем нам этот Буковель, когда у нас есть собственный горнолыжный курорт на Каскаде? Горка возле Каскада – место стихийное, неофициальное, в самом центре города. Каждую зиму сюда приходят дети и взрослые. Санки, тюбинги, ледянки, радость, скорость, адреналин. И риск. 29 декабря здесь травмировался подросток. Просто катался. Просто хотел зимы. Этот склон никогда не был безопасным. Деревья, лестницы, бетон. Коммунальные службы пытались что-то сделать. Обматывали стволы, ставили защиту. Но полностью безопасной эта горка не стала. И все равно после каждого снегопада люди возвращаются сюда снова. Потому что это Харьков. Здесь радость и опасность всегда где-то рядом. Живем, как говорится, в печали и в радости. А на улице Зерновой появился свой маленький Зернополис. Город живет даже в названиях, даже в мелочах. Но зима в Харькове – это не только снег и смех. 2 января в Харькове раздались взрывы. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного дома. 31 пострадавший, 6 погибших на данный момент, в том числе 3-летний ребенок. По информации начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова,
У людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранения стеклом. У нескольких острая реакция на стресс, в том числе у 6-месячного мальчика. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что на улицах Сумской и Мироносецкой очень много поврежденных домов. Пострадала больница, вылетели сотни окон. В течение нескольких дней людей доставали из-под завалов. Из-за прилетов в центре города повреждены тепловые и электрические сети и питающая электротранспорт сеть. Предварительно удар нанесли 2 «Искандерами». А сегодня, 5 января, около 12:45 россияне ударили по Слободскому району Харькова. Всего в городе прогремело около 5 взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне целенаправленно нанесли 5 ударов по энергетической инфраструктуре города. «Имеем очень значительные повреждения», – отметил мэр. Подробностей на момент публикации этого видео нет, их, возможно, и не будет. А если и будут, то быстрее вы их узнаете из нашего телеграм-канала, ссылка на него в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Подведем некоторые итоги 2025 года в цифрах, за которыми стоят люди. В 2025 году было 728 обстрелов города. Воздушная тревога прозвучала в области 2403 раза. 4791 час 20 минут. Это 200 суток. В Харькове прозвучало 1826 сигналов. 2590 часов 56 минут. Это 108 суток. Общая продолжительность тревог в городе уменьшилась на 2201 час, на 46% меньше, чем по области. Это важно для работы, учебы, больниц, транспорта, для нашей повседневной жизни. Пострадали 973 человека, среди них 106 детей. Погибли 41 человек, среди них 3 ребенка. А вот сколько харьковчан ночевали в метро в 2025 году? Данные подземки. Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» подвело итоги работы в 2025 году. В том числе сообщили, сколько перевезли пассажиров, а скольким жителям города предоставили убежище на время обстрелов. Метро выполняет важную роль защитных сооружений. Во время обстрелов и длительных тревог почти 22 тысячи граждан воспользовались станциями для ночевки, отметила пресс-служба транспортного предприятия. За год подземка в Харькове перевезла около 81 миллиона пассажиров. Причем проезд оставался бесплатным, что в метрополитене особо подчеркнули. Несмотря на это, в метро в течение года проводили различные строительные работы. Специалисты метрополитена провели масштабные работы по восстановлению и ремонту объектов. Капитально отремонтированы подземные переходы на 12 станциях. Продолжаются работы на станции 23 августа. Также восстановлены поврежденные в результате обстрелов входные павильоны на Научной академика Барабашова и академика Павлова, проинформировала пресс-служба предприятия. И вообще Харьков и область планируют прожить год в ритме большого строительства, правда преимущественно подземного. Несмотря на то, что война продолжается, а Харьков переживает постоянные обстрелы, в городе собираются многое построить в новом году. 2026 год станет годом самого масштабного строительства подземных школ на Харьковщине. Планируется, что новых учебных заведений в укрытиях будет 43, причем 20 из них будут работать уже в начале года. Из 100% онлайн-обучения в смешанный формат смогут перейти 50 тысяч учеников Харьковской области. Для сравнения, сейчас в таком режиме учатся около 46 тысяч детей. Когда откроются новые учебные пространства, за партами хотя бы дважды в неделю смогут учиться почти 100 тысяч учащихся. Всего в Харьковской области живет 135 тысяч детей школьного возраста.
К началу 2026 года в каждом из 9 административных районов Харькова планировали открыть по одной подземной школе, а на Салтовке – 2. В январе будет готово 10 школ, по одной в каждом районе и 2 в Салтовском районе, который является самым большим, обещала глава департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. Благодаря этому за парты в смешанном формате смогут вернуться более 20 тысяч харьковских детей. Обещают в областной администрации и подземный детсад, правда только один в Писачине. В Харькове надеются также открыть такое заведение в Холодногорском районе, но это будет зависеть от того, поможет ли правительство со строительством. Ведь возвести детский сад в укрытии вдвое дороже школы, потому что дети должны находиться там целый день, есть и спать. Значит, нужно больше места и полноценный пищеблок. Так что ориентировочная стоимость строительства подземного детсада – 200 миллионов гривен. Под землю уходят и больницы. В конце прошлого года расконсервировали многолетний проект строительства нового онкоцентра. Сейчас идет подготовка, а основные работы начнутся весной. В приоритете в первую очередь возвести подземное отделение. Строительство не будет завершено в этом году. Оно рассчитано на 3 года. Но уже в 2026 году пациенты онкоцентра смогут лечиться с помощью линейного ускорителя. Это оборудование для максимально безопасной лучевой терапии. Его монтируют в здании старого онкоцентра в Померках. Это не единственное медицинское строительство в 2026 году. В планах открыть подземное отделение в Харьковской областной детской больнице, на что выделено более 500 миллионов гривен. Продолжится строительство подземного корпуса «Ковчега», где будет 3 отделения в Харьковской областной больнице. Еще одно масштабное строительство должно возродиться в 2026 году – новые станции метро. В проекте программы социального и экономического развития Харьковской области запланировано начать строительство станций Державинская и Одесская, а также электродепо Алексеевская, также под землей по соображениям безопасности. Еще в 2020 году Харьковский горсовет выкупил 86 участков для строительства и заключил соглашение с французской компанией на сумму 7,5 миллионов евро для подготовки тендеров и технического надзора. Финансирование обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк кредитами по 160 миллионов евро каждый. Первый тендер планируется провести уже в феврале 2026 года, а летом подписать контракт с подрядчиком. Квартиры в Харьковской области снова дорожают. Свежие данные рынка. В ноябре 2025 года в Харьковской области подорожало жилье. В то же время интерес покупателей начал восстанавливаться. В ноябре 2025 года рынок недвижимости Харьковской области демонстрировал разнонаправленную динамику. Такие данные обнародовал аналитический центр Димрия. По данным аналитиков, специалисты проанализировали ситуацию на первичном и вторичном рынках, а также изменения спроса по сравнению с предыдущим месяцем и прошлым годом. Первичный рынок – цены растут, спрос почти без изменений. На первичном рынке Харьковщины в ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 2,4%. Средняя цена составила $841 за квадратный метр. В то же время спрос на новое жилье в области несколько снизился на 0,9% по сравнению с октябрем. В целом по стране интерес к новостройкам рос, однако Харьковщина оказалась среди регионов с почти стабильным, но слабым спросом. На вторичном рынке Харьковской области в ноябре зафиксировано уменьшение количества предложений на 1%. Такая тенденция соответствует общеукраинскому тренду.
В большинстве регионов продавцы стали реже выставлять жилье на продажу. Тем не менее, цены на квартиры в области продолжили расти. В Харьковской области однокомнатные квартиры средняя цена $24 999, рост на 4%. Двухкомнатные квартиры $39 500, без изменений. Трехкомнатные квартиры $47 000, рост на 3%. Спрос на вторичку оживает. Интерес покупателей к вторичному жилью на Харьковщине в ноябре вырос на 5%. Это свидетельствует о постепенном возобновлении активности на рынке, несмотря на сложную ситуацию безопасности в регионе. Для сравнения, в прифронтовых областях юга Украины спрос в этот период продолжал падать. Еще такая информация. На Фельдман Экопарк подали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Зоозащитники неоднократно публично предупреждали, что это опасно. Что держать и разводить животных в зоне боевых действий – это сознательная угроза их жизни. Что это рано или поздно снова закончится трагедией. Их проигнорировали. Важно говорить и о правовой стороне. Фельдман Экопарк не является официальным зоопарком. Он зарегистрирован как частный региональный ландшафтный парк, но фактически функционирует как частный зверинец, отметили в Ассоциации зоозащитных организаций Украины. Я напомню, 1 января россияне в очередной раз ударили по экопарку кабами. Погибли птицы, ранены львы. Руководство Фельдман Экопарка ответило на упреки зоозащитников по поводу жестокого обращения с животными. Руководитель Фельдман Экопарка Иван Достов назвал заявления зоозащитников сеющими раскол в государстве и дестабилизирующими ситуацию. Рядом с нами в это тяжелое время, как всегда, люди, наши друзья, волонтеры, партнеры со всех уголков Украины и мира. Но, к сожалению, есть и те, кто использует ужасную ситуацию ради собственного хайпа, кто пытается расшатать, посеять раздор безответственными заявлениями. Псевдозоозащитники, видевшие животных разве что на экранах своих телефонов, которые отрабатывают деньги за заказ, чтобы Харьков остался без экопарка, без сотни бесплатных реабилитационных гуманитарных программ и проектов, говорится в сообщении Фельдман Экопарка в Facebook. Достов обвинил зоозащитников в том, что они пытаются за счет трагедии решить свои вопросы. Трагедия всегда показывает, кто есть кто. Кто-то донатит почти последнюю копейку, а кто-то спешит строчить заявление по поводу жестокого обращения с животными. Но не на врага, который забрасывает кабами Харьков, а на людей, которые не оставили животных ни на минуту, которые заботятся о них каждый день, чтобы сохранить парк для родного города. Это сверхчеловеческого понимания. Как за 4 года Великой войны, когда каждый день, как сегодня, раздаются вражеские удары по Харькову, некоторые псевдоактивисты предпочитают умалчивать, кто действительно виноват в страданиях украинцев и решать свои шкурные вопросы за счет трагедии. В 2022 году, в начале войны, экопарк оказался в серой зоне под постоянными обстрелами. Во время эвакуации животных погибли 5 волонтеров, в том числе 15-летний подросток. В 2023 году Александр Фельдман вернул в зверинец часть животных и снова открыл его для посещения. С этого времени животные неоднократно попадали под обстрел. 2026 год в Харькове начинается сложно, больно и контрастно. Снег и взрывы, детский смех и боль, строительство и разрушение. Это Харьков, таким он вошел в Новый год. Подписывайтесь на канал. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч на канале.